Если вы чего-то не знаете, надо взять в словари и посмотреть. А только после этого морочить голову населению. А вы ему даете вот эту непроваренную кашу, наполненную невежеством. Почему вы позволяете себе нести невежество в массы? Вот чем вы занимаетесь, понимаете? Вы несете невежество в массы. Сегодня продолжим бороться с невежеством и почитаем увлекательную книгу, которая называется «Детский атлас об Азии». Написал книгу Филипп Генрих Дилтей. Даже не знаю, с чего начать. Ну, давайте попробуем с империи великих моголов в Индии, где нас ждет первый сюрприз. Далее буду приводить скриншоты из книги. Там будет видно номер страницы в PDF. Книгу выложу в Телеграме. Если забуду выложить, напомните. Дата выпуска 1777 год, то есть вторая половина 18 века. Что примечаете вы в Индии? Сия земля разделяется на 3 части, которые суть: первая – Индостан, второе – полуостров по сию сторону Ганга, и третье – полуостров по ту сторону Ганга. Индостан, который назван также империей Великого Могола, имеет около 600 миль длины и столько же широты и разделяется на 35 маленьких королевств. Зачитывать королевства я не буду. Какой есть герб Великого Могола? Сей есть по морским их флагам, змеи черные с крыльями, сава из того же металла. Я прочитал металла, если у вас есть свои мысли, поделитесь в комментариях, что это за слово. И прочие. Некоторые слова плохо отсканировались, но у нас же есть еще и французский текст. Перевод, конечно, феноменальный, но, в принципе, беспереводно видно дракон. Хотите посмотреть гербы? У меня челюсть немного отпала, когда я их увидел. Барабанная дробь. Эти же самые флаги изображают как герб Тартарии. Гербы номер 3 и 4 вообще вижу впервые. То есть выходит, что империю великих, то есть северных моголов, основали выходцы из Тартарии? Но кто они были? Скоро узнаем. Читаем дальше. Что примечаете вы о полуострове по сию сторону Ганга? Закон есть магометанский, но также есть язычники и великое число христиан, которые называются христианами святого Фомы. Чё-то тут я совсем запутался. Фома – это вроде русское имя. И выходит, что русский проповедник проповедовал христианство в Индии? Хотя это мог быть европеец, который взял имя Фома. Для следующего фрагмента потребуется пояснительная бригада. Тангут, которое королевство разделено на 2 части, то есть на Тангут собственный и на Тибет, и есть подвластная Далай-ламе, первосвященнику татарскому, который пребывает в лучшей пагоде горы Путалы. Далай-лама – первосвященник татарский, то есть Далай-лама ел чак-чак и отмечал Сабантуй? Я что-то совсем не понимаю. Дальше еще страннее. Королевство Кохинхин в Московских ведомостях 1776 года, номер 19, из Рима от 20 января пишут. В Московских ведомостях из Рима пишут. Как понять эту фразу? Из Рима пишут или из Москвы? Кто понял, поделитесь своими соображениями. Теперь узнаем про Китай. Что вы примечаете о Китае? Империя китайская имеет 600 миль ширины и 520 длины. Она отдалена от Великой Татарии Великою Стеною, построенную 215 лет прежде Рождества Христова. 1 миллион человек употребляется для стережения сей стены. Китайскую стену в XVIII веке охранял 1 миллион человек. Жаль, что не указано, кто именно стережет стену. Вот, кстати, герб Китая. Добрались и до Тартарии. Тут написано «Татарии», слушаем и читаем внимательно. Что примечаете вы о Великой Татарии? Она имеет около 960 миль длины до 735 ширины и называлась прежде всего Скифию. Гора Имоус разделяет оную на Скифию по сей стороне и на Скифию по той стороне. А как сей народ, называемый скифским, от соседов своих не остался в своих границах, распространившись по Европе, то разделили оную на Татарию европейскую и азиатическую.
Сия последняя разделяется опять на татарию российскую, о которой мы говорили в 4 томе от 114 страницы до 157, на татарию китайскую и на татарию неподчиненную. Попробуем немного разобраться. Была большая Скифия. Скифы ушли в Европу, а затем татарию разделили на татарию европейскую и азиатическую. Азиатическая татария разделяется на татарию российскую, татарию китайскую и татарию неподчиненную. Под китайской Тартарией подразумевается не сам Китай, а территории недалеко от китайской стены, Монголия, Корея и так далее. Вот, кстати, карта, а к ней приведена легенда. Империя Моголская, Индия Восточная, которая состоит из разных королевств и островов. Империя Китайская с японским государством. Большая Татария, которая разделяется на Татарию русскую, Татарию китайскую, Татарию независящую. Возможно, Татария подразумевается как некий союз или географический термин. Одно понятно точно, что скифы из Скифии ушли в Европу, то есть европейцы, потомки скифов. Также скифы с такими вот флагами, но под именем монголы, ушли в Индию. Далее перечисляются народы Средней Азии, как некоторых из них выгнали из Китая, как они столетиями рубили друг друга в капусту, брали соседей в рабство и просили защиты у России. Почитайте, очень будет интересно некоторым. Азии посвящена 271 страница, и в этом же учебнике вторая часть 4 тома посвящена Африке. Интересно, что хвалебный текст написан Никите Акинфию Демидову. Приведена карта Африки, и на ней уже нет городов и одной крупной реки. Я сперва подумал, что это подделка, ведь события, стершие города Африки по нашим наблюдениям, произошли в начале XIX века. Но потом я понял, что некоторые события и документы надо передатировать, добавляя 50 лет к указанной дате. То есть 1777 плюс 50 получается 1827 год. Почем мы можем знать, какой теперь год? 2061. Верно, так говорят, парень, говорят, брешут. А может быть 3000-й, а? Или 5000-й? Никто ведь не знает, сколько времени эта атомная катавасия тянулась. Да. Как я пришел к этой цифре в 50 лет, кратко. Известно, что немка София Августа Фредерика Анхальпцерская, известная у нас как Екатерина Великая, предоставляла своим соотечественникам, то есть немцам, надо полагать, не самые худшие земли. Известным поселение немцев на Украине, там, где хороший чернозем. Вот известная карта. Официально это вторая половина XVIII века. Так вот, не просто же так она селила на эти земли немцев. Видимо, край по каким-то причинам обезлюдил. А вот в поэме «Мертвые души» Николай Гоголь пишет, что Чичиков выкупал умерших, но по бумагам живых крестьян для вывода в Херсонскую губернию. За вывод одного крестьянина государство платило 200 рублей. Описываются 1830-е годы. Отсюда мы можем сделать вывод, что в указанные годы Херсонская губерния обезлюдила и государство стимулировало финансовое заселение данной территории. То есть черноземная Херсонская область с теплым климатом обезлюдила дважды, в 1760-80-х годах, а также в 1830-х годах. Данная область обезлюдила дважды? Или это одно событие? Разница между выше приведенными датами как раз 50 лет. Множество событий XIX века имеют синхронизацию в 50 лет. Крымская война и нашествие Наполеона и так далее. Делал уже об этом видео. Императоры пропадают на монетах ровно на 50 лет. Я думаю, это связано с разными календарными системами. Например, в Европе и России. Как только сам полностью разберусь в этом, то сделаю видео на эту тему. Далее давайте перенесемся в Африку. Про проданную Аляску помнят многие, но что, если я вам скажу, что России в XVIII веке принадлежал целый город на побережье Африки? Читаем внимательно. Мы примечаем особливо город Тангер при океанских берегах к Гибралтарскому рукаву на 50 миль от города Феца, который был прежде всего столицей Мавритании Тангитанской и был построен римлянами, у которых отнят готами. Он был издревле славен торгом и красотою своих строений.
Англичане завладели он им в 1662 году и оставили потом, разорив его до основания. Вооном торг российской распространится, потому что король Фетской и Марокской его продал российскому двору, как газеты 1775 года означают, за 200 тысяч пиастров. Сия есть новая эпоха для сего города, которая его проведет в цветущее состояние навсегда. Я вас поздравляю, тангерские граждане, со скипетром на кратчайшем в свете. Россия, распространив свое владение, составляет ваше счастье. Интересно, что интернет вообще не знает об этом событии. А на этом все. До новых встреч. Пока.